Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. В этой публикации хочу показать, как можно приготовить текстурный и очень ароматный белково-заварной крем. Более того, я продемонстрирую, как можно определить готовность заварной основы тремя способами. Первый на тонкую нитку, второй на мягкий шарик и третий на температуру. По данному рецепту крем не только будет стабильно держать форму с четким рельефом и пропорциями, но и радовать великолепным вкусом. Из белково-заварного крема можно приготовить безе, а также использовать для приготовления тортов, наполнения пирожных и формирования самостоятельных десертов с ягодами и фруктами. Крем идеально подходит для декорирования тортов с цветочными композициями и накручивания стабильных роз из насадки. Розы из этого крема быстро сохнут, отлично держат форму и имеют четкую прорисовку лепестков. Белково-заварной крем имеет широкий спектр применения в кондитерском деле и всегда будет востребован для любителей готовить сладкие изделия из крема без использования масла и сливок. Этот крем не будет таять или опадать, способность с высыханием внешней поверхности и сохранением мягкой основы внутри – это отличная комбинация текстуры и вкуса. Для более точного определения всех нюансов приготовления читайте рекомендации, которые я сделал под этим рецептом. В сотейник с сахаром вливаю кипяток, в белки добавляю сахар, лимонную кислоту и ванилин. Взбиваю на средних оборотах миксера до получения клювиков. Друзья, как правильно взбить белки с учетом всех нюансов, вы можете посмотреть, прочитав мою статью, пройдя по ссылке под этим рецептом. Вот такие клювики получились. Включаю слабый огонь на газовой плитке с предварительно установленным сотейником с сахарным сиропом. До закипания рекомендую помешивать сахарный сироп, чтобы сахар основательно растворился в воде. Моментом закипания считается резкое поднятие сахарной шапки от сахарного налета. Именно по этой причине сотейник должен быть глубокий, иначе сироп выльется наружу. После закипания сиропа шапка резко опадает вниз и просто бурлит. Заранее подготовил чашу с водой и градусник, чтобы показать вариант определения готовности сиропа. Для определения проба на шарик несколько капель сиропа добавляю в воду. Обратите внимание, что появился карамельный шарик, это означает, что сироп уже готов. При окунании чайной ложки в сироп появилась тонкая нитка, что также говорит о готовности сиропа. Она даже уже средняя, дальше варить нельзя. Выключаю огонь и вставляю градусник. Температура моего сиропа составляет 150 градусов, что является максимально допустимой. Такой крем будет иметь слегка карамельный вкус и очень плотную текстуру. На высоких оборотах миксера, не прекращая взбивания, очень тонкой струйкой вливаю раскаленный сироп в белковую массу. При этом как бы захватывая каждую порцию струи внутрь массы. Друзья, я люблю крем со слегка карамельным привкусом, а поэтому уваривал сироп до средней нитки, плотный шарик с температурой 150 градусов. Если вы хотите получить классический вкус белково-заварного крема, рекомендую уваривать на тонкую нитку мягкий шарик или температурный режим в 125-135 градусов. Любой из трех способов отлично подходит для определения готовности сахарного сиропа. По мере взбивания крем становится плотным и густым. Обратите внимание, насколько плотный крем стал получаться, что даже двигается тяжелая стеклянная чаша. Белковый заварной крем так хорошо уплотнился, что наматывается и прокручивается лопастями миксера. Это говорит о его хорошей устойчивости и гарантирует стабильность любому кондитерскому изделию с его участием. Вот такой плотный белковый заварной крем, который отлично держится на лопастях миксера, у меня получился. И вот такие пирожные Анна Павлова я приготовил на заказ из этого крема. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.